Привет! Ты на канале про кино, и сейчас мы залетаем в самые горячие сериальные новинки июля. Тут тебе и мрачный Морфей с мешками под глазами, и Декстер с ножичком, и Белли, которая опять всех запутала. Будет космос, будет кровь, будут песни, погони, драмы, страсти и даже мороженчик с бензопилой. Так что заваривай чай, хватай попкорн и поехали! Итак, фанаты и просто любители всего мистического. Второй сезон «Песочного человека» от Netflix – это не просто сон, это настоящий фэнтези-гриб по мирам богов и кошмаров. Наш мрачный, как кофе без сахара, лорд снов собирает семейный совет, слышит пророчество и мчит в ад спасать свою бывшую Наду, которую он сам же когда-то туда и сослал. И тут начинается древнегреческая драма, семейные фурии, предательство, искупление, в общем весь набор. А теперь кто есть кто. Том Старридж, мрачный и томный Морфей, вечно с мешками под глазами и трагедией в голосе. Кирби Хауэлл Баптист, смерть, но очень душевная, даже веселая. Нам она известна по фильму «Круэлла». Если говорить про отзывы, то одни обожают, другие критикуют. Плюсы – фантастическая визуалка, актеры, но есть и те, кому не хватает темпа. Выводы: если вы любите стильные, мрачные фэнтези с долей драмы и мифологии, смотреть обязательно. Если ждете бодрый боевик, лучше включите «Ведьмака». Главная героиня этой истории собирает в кучу разномастную команду бывших копов, стажеров, фанаток подкастов о преступлениях и даже пенсионера. Их цель – раскрыть нераскрытые дела. Сериал «Баллард» – это как если бы Босх встретил отряд неудачников, и они решили вместе разгребать старые дела в Лос-Анджелесе. Только теперь рулит не брутальный детектив-одиночка, а крутая леди Рене Баллард в исполнении Мэгги Кью. Актриса, кстати, знакома вам, если вы смотрели «Никиту» или «Миссия невыполнима 3». Кто еще в деле? Кортни Тейлор играет бывшую детектившу, которая знает, где у полиции скелеты, и я не про те, которые в шкафу. И Джон Мэрил Линч, дедушка, который смотрит так, что сам сознаешься. Критики в восторге, у сериала 100% на Rotten Tomatoes. А народ, как обычно, кто-то кайфует от героев и атмосферы, а кто-то ждет больше грязи и перестрелок. Но никто не говорит, что зря потратил время. Вывод: если вам по душе криминал, умная героиня, у которой на все есть план, то «Баллард» прямо то, что нужно. Он выжил, он изменился, но он все еще Декстер. После событий «Новой крови» наш любимый серийный убийца приходит в себя после выстрела в грудь. И угадайте что? Он снова в игре, но на этот раз в Нью-Йорке. Его сын Гаррисон пропал, а за ним самим охотится старый знакомый коп Анхель Батиста. И чтобы было еще веселее, по городу гуляет тайное общество серийных убийц, каждый из которых словно из фильма ужасов. А во главе всей этой тусовки мрачный миллиардер Леон Прейтер, сыгранный, внимание, Питером Динклейджем. Да-да, Тирион Ланнистер теперь рулит убийцами. В актерском составе Ума Турман, Кристен Риттер, Нил Патрик Харрис. Не каст, а мечта киногурмана. Отзывы зрителей полны восторгов. Мол, лучшее, что случалось с Декстером со времен оригинального сериала. Так что если вы скучали по мрачной забавной резне и новым безумцам, которые хуже самого Декстера, этот сериал для вас. Смотрите и будьте осторожны с тем, кого считаете просто криминалистом. Итак, сюжет. В третьем сезоне «Основания» события идут через 152 года после предыдущего сезона. Империя уже в жестком упадке, в то время как «Основания» наоборот расширяет свои территории и прям серьезно угрожает старым деспотам. И тут появляется новый злодей, который умеет управлять чужими мозгами. Его план – подчинить себе всю галактику, чтобы стать всемогущим. Но на его пути встанет старый добрый Гэри Селдон. В актерской команде Джаред Харрис, создатель всей этой дикой психоистории. Ли Пейс, этот красавчик играл в «Хоббите» эльфийского короля. Плюсы проекта. Ну тут все понятно. Эффекты супер. Сама галактика выглядит как огромный космический парк аттракционов. И актеры огонь, все на уровне. Сюжет держит в напряжении, не оторваться. Минусы. Надо признать, что вся эта психоистория не для всех. Так что если вы любите фантастику, космос и напряженные разборки, то третий сезон «Основания» вам точно зайдет. Дерзайте. Apple TV Plus ждет вас. Этим летом я стала красивой, третий сезон. Главная героиня теперь не просто девочка в купальнике. Она студентка, взрослая и почти не плачет. Встречается с парнем, который делает ей предложение, а потом «Ой, я ошибся». А тут еще Конрад возвращается из Стэнфорда, такой весь с серьезным видом и чувствами во взгляде. Мол, я все еще тебя люблю, Белли. И давай закручиваться это мыльное колесо снова. Любовь, ревность, драки взглядами и всякое такое. А теперь кто играет кого?
Лола Танг, все еще главная героиня и все еще мечется. Гевин Касаленьо, парень с красивыми глазами и не очень устойчивой моралью. Кристофер Брайани, грустный романтик, готовый к битве за сердце Белли. Критики в целом довольны, а вот зрители, как всегда, одни рыдают от умиления, другие хотят перемотать все до конца. Плюсы. Визуал шикарный, красивое лето, загар, закаты, стиль, камбэки, все на месте. Главное, не жди логики, жди эмоции. Ну и к финалу готовься морально. Скорее всего, кого-то прошибет на слезу. Если ты фанат старого, доброго «Звездного пути», то третий сезон «Странных новых миров» точно тебя зацепит. Капитан Пайк и его экипаж снова в деле. И мы снова на борту Энтерпрайза. В этом сезоне каждая серия – это отдельная история, где команда решает крутые проблемы. И да, не обошлось без жанровых экспериментов. Например, есть эпизод, где все вдруг начинают петь. Абсолютно неожидаемо, но крайне весело. Кого мы увидим на экране? Энсон Маунт, наш харизматичный капитан Пайк, Ребекка Ромейн, номер 1 в роли Уны Чин Рой, и Джессика Буш, та самая Нура. Сайт Rotten Tomatoes дает рейтинг 97%, а это говорит, что сезон крутой. То, что зрители довольны, подтверждает и сайт IMDb, который дает оценку 8,3 из 10. Третий сезон «Странных новых миров» – это не просто космос и эффекты, это крутые персонажи и невероятные истории. Так что этот сезон точно стоит посмотреть. Ну, а теперь приготовьтесь. Акапулько. 4-й сезон – это просто огонь. По сюжету все как всегда. 2 времени, 2 Максима. В 1984 году молодой Максима пытается справиться с трудностями на работе в отеле, где он только начинает работать. Вроде бы весело, но куча всяких злобных коллег, которые хотят увести из-под носа все, что он нажил. В настоящее время взрослый Максима, старый матерый босс, по-прежнему спасает отель и учит сына Мэма не повторять его ошибок. На этом и держится история. Главные актеры – Эухенио Дербес, тот самый старик Максима, Энрике Эрисон, ну это наш молодой Максима, и Камила Перес, боевая стильная девушка Джулия, которая вечно что-то решает. В общем, фанаты в восторге. Если ты смотришь шоу, то все, что тебе нужно, это не пропустить финал. Короче, если хотите посмеяться, увидеть старые добрые вау-эффекты 80-х и почувствовать, как с каждым сезоном жизнь только набирает обороты, смотрите. После успешного и зрелищного первого сезона сериал «Скрежет металла» возвращается с новым безумием и безудержным драйвом. Главный герой, Джон Доу, снова оказывается в эпицентре хаоса. Он не успел прийти в себя после прошлых событий, как оказывается втянут в новый, еще более безумный турнир на выживание. Что нас ждет? Появление нового злодея Калипсо, коварного и загадочного организатора турнира. Главные действующие лица – Энтони Маки, Джон Доу, курьер с амнезией и большим сердцем и пушкой, Стефани Беатрис, куколка, напарница Джона, готовая на все ради мести. Новый персонаж – манипулятивный и харизматичный ведущий турнира, которого исполнил Энтони Керриган, прекрасно исполнивший колоритную роль чеченца в популярном сериале «Барри». Так что, мальчики и девочки, запасайтесь попкорном и врывайтесь в этот адский заезд. Тот, кто любит экшен, трэш, черный юмор и ностальгию по олдскулу, мимо точно не пройдет. Ну что, у меня на сегодня все. Лето продолжает быть жарким. Если тебе понравилось, жми лайк, подписывайся и бей в колокол. А в комментариях пиши, за кем следишь и чего ждешь. А если хочешь поддержать канал, стань спонсором. Все бонусы ждут тебя в описании. Всем пока-пока, услышимся!